Друзья, приветствую вас на канале Motorstruck, канал про моторы грузовиков. Сегодня мы начинаем сборку двигателя IVECO Cursor 13 F3B. Это у нас уже второй двигатель с трактора Новая Голландия. Устанавливаем мы гильзы, блок цилиндра, предварительно все почистив, помыв, вымерив нужные нам шайбы. Гильзы вставляются у нас от руки, надавив незначительным усилием на них, так как смазывали резинку нормальной смазкой. Прижав гильзы, еще раз замеряем ее выступ, проверочный, так сказать. С помощью специального установочного приспособления мы устанавливаем сальник коленвала задний. Ну, сальник установлен. Коленвал у нас установлен. В этом видео мне не получилось его показать. Если вам интересно, как ставится коленвал, переходите на предыдущее видео. Там все подробно показано, как устанавливается коленвал и как затягиваются бугеля. То есть блок. В данном случае мы все подготовили. Подготовили мы поршня. Помыли, почистили, установили кольца, вкладыши. Будем устанавливать поршня. Смазываем мы гильзы обычным моторным маслом. Промазываем сразу все и устанавливаем туда поршня. Итак, поршня у нас установлены. Также установили лапу и затянули шатунами заданным моментом. Также установили маховик. Теперь мы переходим на ремонт головки. Установили мы здесь новые седла. Начинаем делать угол седла с помощью приспособления станок мира.
Получается 0. И выступ у нас 1,8. Выступ. Когда в допуске у нас 1,75, 2,05. 1,75 это минимум. Мы делаем 1,8. Так, установили мы стаканчики новые. Ивека оригинал. Установили, развальцевали. Теперь берем вот такое приспособление. Оригинальный номер. Проходим сначала вот этой фрезой для распыла, а затем будем делать вот такой фрезой выступ форсунки. Сейчас покажу кратко. Эту фрезу достаем. Все, начал цепляться. Теперь мы выставляем индикатор. Индикатор выставили. Начинаем фрезеровать. Сделали, не доходя полмиллиметра до нуля. Сверимся, сколько у нас сейчас выступ форсунки. Достаем приспособу. Устанавливаем туда нашу форсунку. Смотрим. Еще раз так, 0. 35. То есть в данный момент у нас выступ форсунки 0,35. А нам необходимо сделать от 0,55 до 1,25, по-моему. Я делаю 0,7 примерно. Итак, вот у нас получился выступ 0,75. Вот он 0. Ноль 0,73. И так на всех примерно там 70-75 будет выходить.
болты у нас покороче и подлиннее. Покороче подрастревал, подлиннее все остальные. Правильное выставление зажигания, то есть ГРМ на Iveco Cursor 13. Нам надо выставить, ну, мы выставили сейчас меточку, поставили единицу. Здесь у нас индикатор должен хватать около 6 еще вверх подняться миллиметров. Сейчас мы крутим в обратную сторону на 0. Здесь у нас 5.31. Здесь на локотке меточка единица ровненько совпадает с этим отверстием. Вот так вот. Штифт у нас попадает ровненько сюда. Все, у нас зажигание выставлено. Теперь мы крутим назад на двойную меточку и выставляем вот эту метку. Сейчас здесь двойная меточка. Двойная метка заходит ровно по центру. И мы выставляем шкив считывания. То есть вот он у нас вмотыляется, открученный. Вот так вот мы по центру выставляем по штифту и затягиваем. Зажигание выставлено. Теперь мы переходим на регулировку клапанов. Начинаем как раз с этой же меточки. Регулируем клапана первого цилиндра. Клапана первого цилиндра. Начнем регулировку. Помощь канала никакая не ведется, поэтому всех нюансов показывать в своих видео я не буду. Показываю это видео только для своих спонсоров. То есть, кто хочет увидеть регулировочку, регулировку и выставление зажигания, регулировку клапанов, тот становитесь спонсором моего канала, и все там есть. Регулировку многих двигателей и выставление зажигания, и всякие нюансы буду показывать только там, спонсорам.
Все, таким образом клапана у нас отрегулированы. Закрываем клапанную крышечку. Собираем крышку сапуна ГРМ и будем ставить поддон. Вот мы двигатель закончили, установили поддон, клапанную крышку. Он у нас комплектный, за исключением того, что нам так и не привезли ролики и натяжители плюс ремень. Так и не предоставили. Будем отдавать в таком состоянии. Уже установили двигатель. Все, двигатель у нас закончен. Завтра приедут забирать в таком состоянии.